Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сегодняшний хобби-влог я начинаю с волшебного мира Средиземья. Здесь мы раскрашиваем вместе с Оксаной, раскрашиваем по порядку, ежемесячно. Сейчас я открою. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. В этом месяце у нас вот эта иллюстрация. Я здесь, как правило, использую манделузы, мэджики, ну и, в принципе, любые карандаши, какие здесь требуются. Начну я, наверное, тоже, как всегда, с манделузов. И для удобства возьму маленький набор. Для удобства в том смысле, что все основные нужные цвета, они в этом наборе. И не нужно там как-то тщательно все это подбирать. Так что приступим. Вот так вот, думаю, ракурс будет получше. Начну с деревьев. Сегодня я прям в 6 утра встала. Уже 6:25, и я села раскрашивать. Не стала ни завтрак готовить, ничего. Попила воды и сразу за раскрашивание. Хотя, честно говоря, у меня было такое желание сначала продолжить спать. Ну, в принципе, могу себе такое позволить. Ну, потом встала, думаю, не, хочу раскрашивать. А там посмотрим. Кто знает, может быть, сейчас сяду, раскрашу Средиземье, еще что-то. Все это доделаю за кадром и решу еще поснимать. Может быть, даже так будет. Давно я прям хотела, когда же будет вот эти две иллюстрации. Ну, в том смысле, что они тут такие яркие за счет там деревьев, вот этого всего. Потому что тут сколько подряд было вот этого однообразия. Я, конечно, все равно сделала ярко, но хотелось чего-то вот такого. Поэтому я очень-очень рада. Ну, сначала закрашу вот этим светлым, потом еще добавлю темного цвета. А вообще может так получиться, что я еще и поснимаю и лягу. Может быть, даже и так. Я не поняла, здесь же... Да, здесь, по-моему, тоже зелень, но судя по рисунку. Ну, пусть будет так. Надо подточить, кстати. И сразу вот это. Вот я в итоге на все праздники вот здесь вот мало чего украсила, но только вот этот уголок. И вот даже вот этот фонарик я редко включала.
Как-то так. И непонятно, зачем я покупала много шариков, потому что, ну, надула я их и надула. Не так много, а все остальное осталось лежать. Так, а теперь темный цвет. Немножко добавлю по краям. И что-то сегодня у меня дома вроде как тепло. Я всю ночь, мне было холодно, но при этом мне даже было, там, я не знаю, лень встать и разобраться вообще, в чем дело. Но зато я сейчас бодра, это лучше, чем жарко. Нет, так вроде топит по полной программе. В общем, непонятно. Так, ну здесь все размоется, поэтому я с такими грубыми переходами. Мне вообще, кстати, сейчас что-то как-то вот активность такая, ну, вроде как и много чего поделать хочется, и в тот же момент еще больше хочется просто, ну, не знаю, лежать. Я, конечно, это у меня все идет на таком уровне, что просто хочется, но я постоянно что-то делаю. А вообще надо себе, наверное, и правда устроить. Сегодня может быть такой денек. Так, вот здесь тоже вполне можно сразу зеленым закрасить. Ну да, там же деревья. Пусть будет темное. Вот здесь вот можно даже пройтись мэджиком. Я сейчас сразу достану 2 мэджика. Так, достала и даже подточила. Я мэджики вот этой точилкой подтачиваю. Ну, более-менее нормально, удобно. Не то, что прям очень идеально подходило, но точить можно. И практически без каких-либо проблем. Ну, в том смысле, что здесь отверстие такое вот, как-то, знаете, впритык. Ну, наверное, здесь вот этим. Хотя я думаю, что здесь я... Не, ну, тут вот я использовала другие цвета, да, наверное. Не знаю, посмотрим. Сейчас решу. Закрашу то, что положено коричневым. Все-таки мне нравится эта раскраска. Иногда, конечно, бывает, что надоедает, когда вот идет однообразие. Но вообще она, конечно, очень классная. И приятно, когда вот листаешь, и она как-то так. О, а здесь еще лучше, смотрите, здесь вообще иллюстрация просто бомба. И для мэджика есть место, и для манделузов, то есть все это может быть довольно-таки такое яркое. Хотя, конечно, я не знаю, что здесь, день или ночь.
Ну и не важно. Ладно, я достаю уже свою эту совушку с водой. Или еще не доставать. Добавила я все-таки еще из большого набора 27 цвет. Так, сейчас посмотрим, что тут. Да, вот не повредит для разнообразия вот этот. Ну, конечно, тут бумага не лучшая, и мэджики могут протекать, но, как правило, везде, на каждой странице такое однообразие. Так, надеюсь, меня было слышно. Я сбоку прицепила петличку, и у меня на пижамке еще теплая кофта, поэтому, в общем, ладно, я надеюсь, что было слышно. Ну, просто тут все равно зеленый еще один явно был необходим. Ну вот да, без большого набора тоже так сложноватенько. Все равно им пользуюсь, но начинаю всегда с маленького. Хотя можно было бы уже вот эти номера-то запомнить. Люблю, когда так прям постепенно преображается иллюстрация, так интересно. Сейчас она еще будет яркой. Ну, как я уже сказала, бумага, конечно, могла бы быть и получше. Ну или, что еще лучше, это односторонняя иллюстрация, потому что сами по себе они красивые, с прорисовкой, и вот хорошо, чтоб то у меня там ушастый храпит, потому что он, ну, как бы утро еще, все-таки раннее. Он к вечеру обычно выползает, он ночной житель. Он вчера весь день спал, причем так, что даже не заметил, что бывает редко, как ученица пришла. Вот. А он обычно всегда встречает, вот, а потом развеселился, и все. И я даже вроде как ночью слышала, что он что-то там бузил. Ну, а сейчас все, вырубился. Я даже ночью пару раз на него поругалась, что он мне мешает. Сейчас вон храпит. Ну, в общем, попозже там встанет, будет уже активничать. Не, ну я когда буду завтракать, если я буду завтракать, это не факт, то он, конечно, выползет просить вкусняшки. Ну вот я сейчас так как-то не совсем уверена. То есть, может быть, я сейчас все это доснимаю, дораскрашиваю, ну или частично дораскрашиваю и лягу. Так, ну, наверное, может быть и небо сразу. Так, я уже забыла. Ну здесь вот все-таки Монделузы, ну, мне кажется, для них это большое пространство. А вот здесь нормально. Так, ну тоже возьму тогда вот этот. Хотя в большом наборе есть небесно-голубой.
Ну, пусть будет этот. Ой, я даже сейчас не согрелась. Не, как минимум надо чаю горячего выпить. Так вот я говорила, что мне что-то вообще, хоть я и суечусь, но мне всегда почему-то все лень. То есть вот даже поехать там, допустим, в Питер, да, я почему-то сейчас вот как это представлю, и вроде как и неохота. Вернее, оно вроде как охота, и в тот же момент лениво. А срубило меня вчера прям быстро. Я легла, еще до 12 уснула. Я хотела поискать, где купить пряжу. Ну, потому что я вот купила эту хлопковую, но я понимаю, что под мои задачи, наверное, все-таки она не подойдет. И вообще я все-таки люблю вязать акрилом. Я просто считаю, что акрил, он универсален. Но он как бы носится лучше, стирается лучше. Ну и много у него плюсов. И, наверное, надо будет приобрести еще и уже акрил. Мне нужно, скорее всего, буду брать большую какую-то упаковку белых ниток. Ну, как основных. Хотя я не знаю, надо еще подумать. Вот, к слову, в Леонардо, например, обычно ценник всегда завышен. А вот сейчас я на многое. Ну, мне так казалось. Но вот сейчас я как-то стала смотреть, что ценник у них, в принципе, по сравнению с другими магазинами, и выбор наиболее адекватный. Для меня это даже было удивление, потому что, ну, например, нитки для вышивки вот этого кировские, это, в общем, они как там, как и везде, стоят 15 рублей, но в отличие, да, там от того же Валбереса, где скидки редкость, ну, есть же накопительная скидка 5%, и, к слову, еще можно купить поштучно, чего не сделаешь на Валбересе. Это удобно. Помимо этого, вот пряжа. Я все-таки смотрю, что там тоже цены поприятнее. Но это будет тогда через пару дней. Я тут просто себе закончила вязать комплект на стол. И хочу теперь дальше уже. Я, правда, когда салфетницу вязала, я так упростила себе задачу, потому что мне было интересно так повспоминать разные приемчики, но я не использовала, там я цветочек делала, я не использовала иголку, потому что, ну, хотела время сократить, в общем-то и сократила, а так в следующий раз уже буду вооружусь иголкой, потому что там хорошо показывают, как переходить с нитки на нитку, очень красиво и незаметно, чем вот как мы обычно в вязании меняем. Не, ну хотя я все эти способы-то, в принципе, ну я смотрю, я их вспоминаю, по сути. Потому что раньше мне мама разные способы показывала. Ну, у меня мама, кстати, все это знала, но особо как-то это
так уж прям не вязала, но умела. Меня мама больше увлекала лоскутное шитье, макраме одно время, фриволите, вот эти все дела. Я уж решила здесь все сразу закрасить, так не спеша. И сейчас тогда буду размывать. А то я сижу, болтаю тут, а время идет. Ну, с той стороны, если протечет, там примерно то же самое будет. Ничего страшного. Не, но я все равно постараюсь поаккуратнее. Так, и еще немножко изменила ракурс, чтобы вам было получше видно, хотя тут особо ничего не происходит такого необычного. Красивый цвет, так насыщенно. Ну, вот мне реально нравится перелистывать потом здесь все. И то, что я раскрашиваю не по фильму или книге, не так, как должно быть, мне лично очень нравится. Потому что все ярко. Ну, потому что, например, кто умеет, допустим, ну, все в серых оттенках раскрасить, но чтобы это было действительно красиво, тогда другой вопрос, и то все равно приятнее, конечно, ну, лично мне, на что-то такое вот яркое смотреть. Мне это прям, знаете, настроение поднимает, вот эти все яркие краски. Поэтому у меня волшебный мир Средиземья будет вот таким вот ярким, таким красочным. Так, еще тут вот по краю надо размыть. А то мне прям хорошо видно эту полоску. Вот. Ну вот здесь манделузы, и, кстати, равно как в керби, где-то прям идеально размываются, а где-то мне прям не нравится. Вот этот темно-синий цвет, ну хотя это не самый темный, но он очень красивый. Так, сейчас тогда пройдусь по вот этим уже, размою. Вот. Вот так. И солнышко. Потом это все гелевой ручкой доработается. Так, я сюда заехала целенаправленно, собственно. Вот. Вот так вот хорошо. По-хорошему подложить что-нибудь. Так, ну и сейчас буду вот здесь размывать. Ну вот, я пораскрашивала. Сейчас все это будет сохнуть. Я здесь всегда добавляю еще акварель в кюветках. У меня это всегда от Виста Артиста, вот эта вот краска. И серые от белых ночей. Там жемчужная еще какая-то. И еще две вот эти.
Пока все будет это сохнуть, я сейчас выберу себе еще какую-нибудь на сегодня раскраску. Ну и приступлю. А это подсохнет, можно уже будет раскрашивать карандашами. Ну вот, например, лошадей, кстати, очень может быть, что можно и акварелью начать, а потом доделать карандашами. Тоже как вариант, но что-то я вот все же ловлю себя на мысли, что доработка карандашами это именно по акварели, да, это как бы не мое. Но там посмотрим. Я еще там подправляла за кадром предыдущую иллюстрацию, да и эту кое-что еще из акварели добавила. Вот. И сейчас Джоанну Бесфорд «Рождественские чудеса» взяла. Я не знаю, буду ли я ее раскрашивать в следующем месяце, но в этом вроде как, ну, с одной стороны, вроде бы и не актуально уже, с другой можно пораскрашивать. Тем более, что в прошлый раз у меня здесь была вот эта вот иллюстрация. Ну и, соответственно, в этом месяце логично будет доделать, чтобы уже был разворот, как говорится, сделал, и уже можно забыть будет про это. Вот. Так что давайте тогда приступлю. Насколько я помню, я вот этим вот штабило Трио Деко раскрашивала. Ну, вроде бы как хотелось бы в это верить. Но если будет отличаться, ничего страшного. Потому что раскраски Джоанны Бесфорд, ну, как бы, в моем понимании, для меня конкретно, какого-то прям трепетного отношения не заслуживают, поэтому они, конечно, неплохие, но в целом я особо за них не переживаю. Во-первых, когда они у меня появились, ну, это были одни из первых раскрасок, и я там везде раскрашивала по-разному, да, то есть могла и фломастеры использовать, еще что-то, то есть там уже по факту раскрашенные даже иллюстрации такие себе. Ну и, соответственно, в общем, так, под настроение я крашу. Классный вот этот фломастер. Господи, какой он классный, мягкий, им прям одно удовольствие раскрашивать. Ну, вот цвет, конечно, красивый. Я вот сейчас думаю, чем бы мне все-таки еще сегодня заняться. И, наверное, да, надо мне ничем не заняться. То есть вот сейчас, ну, есть желание, есть прям такое удовольствие пораскрашивать, поэтому сейчас у меня прям в прямом смысле слова раскрашивательное утро. И надо потом от всего отключиться и отдыхать. Такое у меня сегодня состояние никому не здравствуйте. Ну, в том смысле, что, ну, вот как-то так, устала. Мне еще вот этот оттенок сам по себе нравится. В общем, пусть они будут такие две вот, в общем-то, одинаковые. Я где-то на тонких линиях использовала ручки из Fix Price, которые
Ну вот, которые в серебро, короче, превращаются. Всегда забываю. Аутлайнеры. Ну и, соответственно, здесь будет то же самое. Ну вот ручки хоть в серебро вроде как полностью практически превращаются, но при определенном свете все же они дают вот первоначальный оттенок, но такой, знаете, более нежненький. Пастельный вряд ли здесь применимо. Вот. Ну, в общем, как-то так. В общем, я за кадром еще пораскрашивала, все доделала. Теперь у меня готовый разворот. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и заходите в Инстаграм 37, рыжая 38. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.